Всем привет! Рады видеть вас на нашем канале. Это рубрика Кино Sweets, и сегодня готовим штрудель из фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Не знаю, как вам, но мне трудно что-то сказать о фильмах Тарантино. С одной стороны, следишь как маньяк за полнейшим абсурдом, который происходит на экране, а когда все заканчивается, спрашиваешь себя, а что это было? Сюжет особо никогда не волновал Тарантино. Для него важна динамика. Однако некоторые сюжетные линии все-таки есть. Той самой минуты, как очаровательный, улыбающийся, хохочущий во весь голос нацист Ганс Ланда появляется у бесславных ублюдков, он приковывает к себе внимание, заставляет сосредоточиться на его персонаже. Офицера СС сыграл мало кому известный до этой своей фундаментальной роли австрийский актер Кристоф Вальц. Однако складывается впечатление, что для него снята эта картина. Вокруг него закручены все события. Альда Рейн по прозвищу Апач, которого сыграл всем известный Брэд Питт, возглавляет группу еврейских мстителей, они же бесславные ублюдки. Основная их задача – заклеймить свастикой как можно больше фашистов, а при случае снять скальп. Если вы любите Брэда Питта, то от этой его роли вы получите либо стопроцентное удовольствие, либо с точностью наоборот. Очень важна в фильме история молодой еврейской девушки по имени Шошана Дрейфус, которую сыграла Мелани Лоран. Шошана получает в наследство кинотеатр в Париже, в котором однажды соберется весь свет вермахта, чтобы получить по заслугам. Одну из главных ролей в фильмах Квентина Тарантино играет еда. В одной из самых напряженных сцен фильма три главных героя: юная мстительница Шошана Дрейфус, немецкий полковник Ганс Ланда и невероятно вкусный штрудель. В эпизоде со штруделем есть все: искусный почерк Тарантино, комедия, трагедия и напряжение. Все вокруг прекрасной еды. Эта сцена с едой одна из лучших не только в фильмах Тарантино, но и в кинематографе 21 века в целом. Хоть штандартенфюрер Ганс Ланда не верит, что даже французы способны приготовить по-настоящему вкусный яблочный штрудель, мы его с вами приготовим. Вы пробовали здесь штрудель? Нет. Вполне сносный. Ой, 2 штруделя, 1 для меня и 1 для мадемуазель. И мне черный кофе, а для мадемуазель молоко. Для приготовления теста нам понадобится сливочное масло, мука, растительное масло, соль и вода. В просеянную муку добавляем соль, растопленное сливочное масло, растительное масло и перемешиваем до образования масляно-мучной крошки. Понемногу добавляем горячую воду 50-60 градусов и замешиваем тесто. Оно должно получиться эластичным, гладким и однородным. Должно хорошо отставать от рук. Формируем из теста колобок, немного смазываем сверху растительным маслом и оставляем при комнатной температуре доходить 30 минут. Пока тесто подходит, подготовим начинку. Для нее нам понадобятся яблоки, сахар, изюм, орехи, панировочные сухари, корица. По желанию можно добавить ром. С яблок снимаем кожицу и нарезаем их тонкими дольками или мелкими кубиками. Перемешиваем нарезанные яблоки с сухарями, сахаром, орехами, корицей и изюмом. Подошедшее тесто раскатываем тонким слоем. Считается,
что основной составляющей классического штруделя является правильное тесто. В зависимости от страны сейчас это блюдо готовят из разных видов теста. Но растянуть до прозрачного состояния можно лишь тесто, приготовленное по оригинальному рецепту. Стараемся раскатать его прямоугольником. Толщина раскатанного теста должна быть 2-3 мм. Разрывов быть не должно. Можно оставить тесто на 5-10 минут подсохнуть. Затем выкладываем начинку, оставляя края около 2 см пустыми. Если начинка слишком влажная, добавьте еще сухарей. Аккуратно сворачиваем тесто с начинкой в рулет по короткой стороне. Длина короткой стороны станет длиной рулета. Перекладываем рулет на противень и смазываем его небольшим количеством растительного масла. Я делаю это рукой. Так лучше чувствуешь несмазанные участки и меньше вероятности повреждения верхнего слоя теста. Выпекаем штрудель при температуре 200-220 градусов в течение 15-20 минут. Готовый штрудель достать, накрыть полотенцем и дать отдохнуть. И вот этот замечательный штрудель оказывается на вашем столе. Дождитесь сливок. Подавать горячим, со взбитыми натуральными сливками без сахара. По желанию можно посыпать сахарной пудрой. Предлагаю вам насладиться этим шедевром, получая и эстетическое, и гастрономическое удовольствие. Вердикт? Я же сказал, вполне сносный. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита!